Наконец, вышло новое обновление в ST Blockade Battlefront. В этом обновлении добавили камеру Армаду 3.0, улучшили TV-менов и много чего еще. Главный слоган этого обновления — изменит ли это что-нибудь? Изменит ли эту ситуацию камера Армада? Сможем ли мы проходить режимы еще легче? Это мы как раз таки и узнаем. Предлагаю начать с самого интересного. Итак, регулярный персонаж камера расы, но уже улучшенный в 3.0 версии и с астроулучшениями. Предлагаю сначала рассмотреть требования для его получения. Для начала нам нужны астротехнологии первого уровня. Первый уровень астротехнологии можно получить в этом терминале. Разблокируется эта технология, когда у вас будет 10 астро-токенов. Хорошо, с астротехнологией первого уровня разобрались. Далее вам нужно 3 астро-токена и 3000 поинтов. Вот и все, теперь Камерамен 3.0 ваш. Радуйтесь. Ну а сейчас я хочу устроить обзор этого персонажа. Начнем с его новых способностей. Первая способность — рывок. Вот вам вариация рывка влево, вправо, назад, вперед. Также на его спине есть джетпак. Естественно, с помощью этого джетпака он умеет летать. Как и у всех персонажей, у Камерамена 3.0 тоже есть удары рукой на клике. Одно попадание рукой наносит 30 дамага врагу. Также есть и дропкик, дамаг не изменился. Вот и все, но однако у него есть фича. При спавне Камерамен 3.0 получает рандомно из 3 регулярных видов оружия версии 3.0. То есть тазер, тазер-винтовка и астробластер. Начнем с самого мощного, астробластер. За одно попадание астробластер наносит 122 дамага. Всего патронов в бластере 20. Патроны эти саморегенерируются. Всего в сумме астробластер может нанести 2440 дамага. Ну а дебаф этой имбы то, что пули летят с разбросом. Далее тазер-винтовка. По сути, это снайперская винтовка, что уже говорит о том, что она супер точная, мощная, но медленная. В блокаде она, конечно, не такая мощная, но суть такую же имеет. Попадание наносит 202 дамага. В винтовке всего один патрон, но, как говорил ранее, точный. А также еще и саморегенерируемая. Помимо всего этого, эта винтовка накладывает новый эффект — тазет, в переводе ошеломление. Суть этого эффекта в том, что он, вместо того, чтобы остановить врага на месте, замедляет его. Ладно, со снайперкой закончили. Далее, как по моему мнению, самое слабое оружие — тазерган. Тазерган излучает лучи, которые попаданием наносят 100 дамага. Всего патрон в этой пушечке 5, которые, как и другие пушечки 3.0, точно так же саморегенерируются. Также лучи накладывают на врага эффект тазета. То есть, если вы забыли, то замедляет на и то бедного туалетика. С камераменчиком 3.0 закончили. Далее идет уже более интересный пациент. Large Cameraman 3.0. Ну и начнем мы с его разблокировки. Для самого начала требуется разблокировать астротехнологии первого уровня. 8 астро-токенов, 10 тысяч поинтов и 50 мастерство на Large камере. Вот условия, а гайды, фармите мастеры в Крисмасе, фармите деньги в Найтмаре и Инсене. Надеюсь, сложности с этим не возникнет. Ну а мы перейдем к его способностям. Итак, начнем с того, что Large камера 3.0, как и у Камерамена 3.0, имеются схожие на друг друга дэши и полет. На руке также имеется щит, который блокирует весь урон и защищает от всех атак. Ну, естественно, кроме огня и кислоты. Если во время щита нажать E, то Large камера 3.0 сделает рывок и нанесет 600 урона врагу. Также этот же щит можно поставить на пол, чтобы во время него можно было также и атаковать. Этот щит складывается спустя время, однако его можно и самостоятельно сложить, если это понадобится. После того, как он сложится, его нужно подобрать. Что ж, давайте теперь перейдем к атакам. А белка на Е можно достать магнит и притянуть к себе в туалетов, а потом вдолбить их в землю. Одно попадание наносит 300 урона. Далее, обилка на Т. Ею вы можете напрыгнуть на врага. Эта обилка наносит уже 600 дамага.
Ну а также, как и у обычных персонажей, у Ларджа есть и удары руками на клике. Один удар наносит 100 дамага. А теперь предлагаю разобрать его оружие. Начнем с дробовика. Одним нажатием этот дробовик производит 2 выстрела, которые в сумме наносят 404 дамага. Всего в дробовике 50 патрон. Они тоже сами по себе саморегенерируются. Также с помощью этого дробовика можно и множественно стрелять, что наносит в сумме 1040 урона. На дробовике это все. Далее идет уже меч и пила. Этот меч может сделать тяжелый удар, нанося 750 дамага. Однако, если зажать эту же способность, то Large Cameraman зарядит свою меч и пилу и начнет раскручиваться. А после уже и начнет вращаться. Эта обилка наносит 3750 урона врагу. При ударе на клике Large Cameraman делает рывок. Этот удар наносит 350 дамага врагу. Наконец-то мы с Large камерой 3.0 закончили. Далее камера туалет. Не Титан, а обычная камера туалет. Для его разблокировки нужен первый уровень астротехнологий. 8 астро-токенов, 100 тойлет токенов, которые можно добыть с боссов туалетов, 50 мастерия на камера страйдере, которого я рекомендую апать в Крисмасе, и 7500 поинтов. Вот и все. Если у вас все есть, то можете разблокировать его. Перейдем к его обилкам. У камеры туалета всего 4 обилки, но интересные. Начнем же с двойного прыжка. Да, зачем это нужно, без понятия, но прикольно. Далее, камера туалет умеет слайдить с помощью реактивных ранцев. Кроме этого всего, камера туалет, как и Large Cameraman 3.0, может прикрыться щитом, который блокирует весь урон и все виды атак. Опять же, кроме кислоты и огня. Приступим уже к атакам. На один клик камера туалет стреляет 2 раза. Эти 2 снаряда суммарно наносят 100 дамага. Далее уже идет заряженный выстрел, который сносит туалету 400 дамага. Кстати, между прочим, это снимал Xerax. Кто такой Xerax? А Xerax это очень прикольный ютубер, которого лично я смотрю и вам рекомендую его. Контент у него и у меня, считайте, схожи. Поэтому, кто меня любит смотреть, то можете подписаться на него. Все. Мы полностью прочекали всех новых персонажей. Перейдем к новым улучшениям на персонажах. Начнем с самых больших и крупных улучшений на камера вертолет. Вот такое большое дерево улучшений на нем. Предлагаю разобрать все сверху вниз. В самом верху есть улучшенные пропеллеры, с помощью которых вертолет дольше держится на лету. Это улучшение стоит 500 центов. Далее можно купить джетпак ускорителя. Они разблокируют новую обилку, которая ускоряет вертолет вот настолько. Ну и помимо этого, эта обилка также дает возможность таранить врагов, нанося при этом 1640 урона. Это улучшение стоит целых 700 центов. Кроме стоимости этих обновлений, вам еще и требуется 25 мастерство на камере вертолете. Посередине находится изменение корпуса. При покупке цвет корпуса меняется на черный. Также, вроде бы, если я не ошибаюсь, это улучшение дает дополнительные 250 хп. А также нужно 25 мастере, чтобы разблокировать это. Еще ниже есть улучшение энергии, которое дает больше энергии в шкале перегрева. К этой шкале мы вернемся позже. Это улучшение стоит 500 центов. Что ж, теперь пошли в левое направление. Тут мы можем купить старые пушки, но уже с обновленным управлением. Они стоят 500 центов. Теперь на клике вы можете стрелять из этих пушек. Выше них в дереве улучшений есть стан-пушки. Ими можно станить обычных и больших туалетов, но не боссов. Они стоят 200 центов. Все. На этой половине улучшений мы закончили. Теперь направляемся в правую сторону. Тут есть 3 улучшения, которые меняют наше основное вооружение полностью. Изначально тут стоят ракеты.
Если что, они стоят 100 центов. Ну, если вы хотите их вернуть. Чтобы разблокировать две другие установки, нужны астро-технологии второго уровня. Ну что ж, а так мы начнем с первого вооружения. Энергетические установки. Они разблокируют две новых обилки. Одна из них выстрел орбами, наносящая 4800 дамага. Основная обилка этой установки — огонь. Он наносит 7660 урона врагу. Это улучшение стоит 500 центов. Следующее вооружение — лазеры. Лазеры также добавляют две новых обилки. Одна из них — те же самые орбы, но уже из лазеров. Так скажем, всплески энергии. Они сносят 3200 дамага. Основная обилка этой установки, конечно же, сами лазеры, которые наносят 5240 дамага. Лазерные установки стоят точно так же, 500 центов. Ну а с камерой хеликоптером мы наконец-то закончили. Далее перейдем к TV-расе. Ну а начнем с самого вкусного из улучшений TV-расы. TV-Man. На данный момент TV-Man имеет такое вот дерево улучшений. Ну, начнем с основания, боевое тело. Это улучшение стоит 800 центов, но при этом это улучшение дает игроку резист к урону на 30%. Уже от этого улучшения можно идти дальше по ветке. Следующее улучшение стоит 50 центов, оно дает игроку больше шкалы TV-бара. При покупке этого улучшения экран TV-мена меняется с серого на чисто белый. Далее снизу есть выбор, клешни или клинки. Что первое, что второе можно купить только при 25-м мастере. Начнем, пожалуй, с клешней. Клешни стоят 800 центов. Клики меняются с удара клинка на удары клешнями. Один удар сносит 80 дамага, при этом добавляя новый скилл. На R TV-Man может зарядить удар и ударить им врага. Этот удар наносит 860 дамага. Вот и все. Далее предлагаю разобрать клинки. Клики тоже меняются, и вместо удара клинком он атакует клинками. Этими ударами он наносит 80 дамага тоже. Помимо этого разблокируется еще одна новая обилка. На R он может сделать рывок, а если нажать снова, то будет делать множественные удары. Ну а теперь перейдем к самому интересному улучшению. ТВ-паразит. Этот ТВ-паразит, к удивлению, лучше, чем у ТВ-вумен. Ну и ладно. Это улучшение стоит 2000 центов. И чтобы его разблокировать, нужно 50 мастере. Однако это улучшение не дает никакой обилки. Да, обилки, чтобы отсоединить телевизор, нету, но чтобы заразить туалет, вам нужно довести его до полуубитого состояния. Потом включить станное излучение, и после на кнопку E вы сможете отрезать голову туалета. И теперь присоединить голову к туалету, чтобы им управлять. Однако хочу подметить, не всех можно так заразить, только некоторых. И из этого числа я знаю только астро-специалиста и астро-трупера. Что ж, хорошо, поехали к обзору обилок ТВ-специалиста. Это был ТВ-специалист, а теперь перейдем к ТВ-труперу. Ну а это был ТВ-трупер. Больше кого заразить таким способом я не знаю, но буду рад, если вы скажете еще кого можно заразить. Ну а мы перейдем в мой телеграм-канал, чтобы увидеть, что на самом деле там имеется Energizer TV-Man, который слишком круто копит астро-токены, чтобы приобрести себе улучшение.
Ну а вам я рекомендую присоединиться туда, ведь там постятся новости, спойлеры по блокаде ПСТ, постится информация про мой канал, про мою жизнь. Кому интересно, залетайте. Это мотивирует меня снимать ролики дальше. Ну а мы перейдем к этому же ЕТВ. Что ж, вот мы с обычного ТВ-мена перешли на Energizer ТВ-мена. Начнем с его самого верхнего улучшения. Оно стоит 1000 поинтов, но при этом делает РТВ более быстрым, делая КД на все обилки на 2 секунды меньше и делает длительность Shadow мода дольше. Следующее улучшение — спиннер Jetpack 3 уровня. Для этого улучшения нужны астротехнологии 1 или 3 уровня. Чтобы улучшить джетпак до спиннера, нужно купить сначала обычный джетпак, естественно. Спиннер изменяет дэши и изменяет полет, который сейчас вы видите на экране. Ну и спиннер как улучшение стоит 80 центов. Следующее улучшение последнее, задние клинки. Эти клинки стоят 80 центов. Они стоят 80 центов и делают дамаг на все обилки больше. На улучшениях ЕТВ закончили. Далее, дерево улучшений у ТВ Woman начинается с боевого тела. Это улучшение дает ей 30% резиста к урону. Это улучшение стоит 800 центов. Далее разблокируется следующее улучшение, поясовое ядро. Оно дает ТВ Woman изучать любые излучения дольше, а шкала ТВ Бара стала больше. И последнее улучшение, которое разблокируется с первых или третьих астротехнологий — спиннер. Точно такой же, как и у ЕТВ, однако ТВ Woman не может использовать дэши с помощью этого спиннера, в отличие от ЕТВ. Что ж, вот и все, с улучшениями ТВ-расы мы наконец-то закончили. Однако далеко от ТВ-менов не уходим, на них добавили два новых скина — Ларри и Шарф. Сначала Ларри — это эпик скин, который меняет стоимость улучшений ТВ-паразита с 2000 до 1000. Вот такой у него визуал. Далее ТВ-мен со шарфом. Этот скин легендарный, и он добавляет одну новую обилку на клешнях. Эта обилка наносит 280 дамага. Вот такой визуал у шарф ТВ-мена. Все, это все скины на это обновление. Сейчас же перейдем к менее интересному. Что ж, самое такое большое мы проверили. Теперь давайте посмотрим новое мастерство. Итак, у ТВ-мена за 80 мастерство теперь больше хп и больше резиста к урону. У капитана Камерамена или же у Ямамата с 80 мастерством и с 20 умершими изменяется обилка на F. Теперь капитан Камерамен при нажатии F может сбивать летающие цели с помощью 3 элит Альянса. Однако на капитане Камерамене или же на Ямамата не закончили. Тема возрождения умерших изменилась, сейчас вы можете послушать ее. Что ж, музыкальная пауза закончена. Теперь Ямамата находится в новом разделе, который обозначает персонажей, которых может быть только один. А теперь перейдем к настройкам. В настройках вы можете включить или выключить новый режим полета. Как по мне, новый режим полета очень хороший, но сложный в управлении. Старый, это старый режим полета. Также, что и у нового, что и у старого, при приземлении на землю полет заканчивается. Когда на полет стало меньше, но зато теперь нужно ждать, когда заполнится шкала топлива в джетпаке. Как вы могли заметить, у Large Laser Камерамена и у ЕТВ изменены модели. У Полицефалия 2.0 теперь новая анимация ранения. Однако квест у Полицефалия тоже изменен, теперь для него тоже нужны астротехнологии 1 уровня. Изменена также и анимация бега для персонажей версии 3.0. Также еще с астротехнологиями 3 уровня можно покупать любое оружие 3.0. То есть, будучи камераменом 3.0, вы можете купить тазер-ган, тазер-винтовку и астробластер, не мучаясь с рандомом. Ну и из малого, то это то, что теперь иконки персонажей изменились. Теперь у них есть обводка разных цветов. Предположить значение этих всех цветов я не могу. Ну а также под конец я хотел бы вам показать новые коды. Код Камера Армада дает вам 2000 поинтов. А вот этот код дает вам Перм 80 Мастере бесплатно.
Спасибо, дорогие разработчики. Ну а на таком приколе мы заканчиваем это видео. Обновление вышло клевым, прикольным и хорошим. Мне оно зашло. Ну а занимать у вас еще какое-нибудь время я не собираюсь. Всем спасибо за просмотр этого видео и всем пока. Мы еще увидимся когда-нибудь.